знаешь, вижу тебя, и как-то так сразу хорошо становится, спокойно. Это взаимно. Ты знаешь, я когда, думая об идеальном клиенте, вот я вспоминаю тебя. Почему-то я сегодня в машине об этом думала. Думаю, ну все, нужно с тебя списывать, идеальный образ клиента. Прекрасно. Да, да. И Э, еще э, знаешь что? Я вот тоже сегодня только что подумала. Первый раз, наконец-то, я сижу удобно на коуч-сессии. Это Ого! стул. Вот я всегда сидела низко. У меня стул был, короче, я не знаю почему, как это так произошло, он низкий. Почему я его раньше не поменяла, я не понимаю. Но сейчас я себя чувствую очень удобно, комфортно. Мне не нужно вот садиться, знаешь, на какую-то эту подушку или ногу Э, подставлять. э, Слушай, знаешь, у меня опять нет слов. Вот как начинает разворачиваться пространство, когда мы встречаемся, потому что то, о чем ты сейчас говоришь, это то, что я тебя хотела сейчас спросить. И я тебя хотела спросить именно в контексте, сверки, когда в мае, по-моему, вот мы ставили цели на следующий период, и ты говорила, что тебе важны внутренние трансформации, что тебе важен внутренний отклик. И вот это как щас, как какой-то внешний отклик на что-то, или как оно для тебя? Да, да, вот именно так. И самое главное, я же начинаю, замечать эти моменты. Я понимаю, что вот оно меняется, и это очень круто. Мне прям нравится. И настроение сразу же другое. Вроде ну что там стул, да, еще. А тут такое прям улыбка такая: "Господи, расслабиться можно, нормально сесть". Слушай, Вот. очень круто. Скажи мне, все таки вот сейчас, прежде чем пойдем в сессию, немножко свериться. Вот что с тем твоим запросом? Как он, раскрывается, меняется, актуален? Идем по нему дальше. Да, да, вот идем по нему, потому что я понимаю, что сейчас вот и сегодня вот как раз такая эта тема, это про меня. Вот. Потому что я понимаю, что оно все вот меняется, меняется, и мне сейчас нужно посмотреть, как оно вообще все меняется, потому что есть какие-то вещи, которые меня устраивают, а есть вещи, которые меня не устраивают. И я вот такую, знаешь, интериоризацию, хочу сейчас, провести, инвентаризацию, господи. А, правильно понимаю, что важно сделать инвентаризацию, чтобы понимать, куда мы идем в следующем нашем этапе, в рамках коучинга? Или, Даже м, это намного шире рамки, это уже, знаешь, в рамках коучинга моей жизни, я бы даже так сказала. да, задумалась, а что есть что-то, что может ограничить коучинг? Мы, себя и коучинг. Разрешить себе, ограничить себя, вот это ж только мы. А, предлагаю убрать все рамки и погнать. Да, да, идем. Хорошо, что мне интересно? Короче, я понимаю, что мне сейчас нужно как-то пересмотреть, мою рутину, потому что, знаешь, я вот с одной стороны, я понимаю, как-то вот она сейчас все насыщенно, все складывается так, как я хотела. Там ко мне приехали друзья, там малая пошла в сад, и вроде бы я этого очень хотела. Оно, ну, как бы свершилось. Я давно не видела своей подруги, тем более она еще с малыми прилетела. Это вообще прям все тоже такое, вообще такой букетище классный. Но с другой стороны, я понимаю, что, у меня очень часто бывают вот такие чувства, как будто я вот через себя переступаю в какие-то моменты, и вот мне сложно. Вот даже на физическом уровне, что вот всё, не могу больше, вот нет сил, вот не могу, не могу, не могу, но и как будто там надо идти, надо делать, и я себя перебариваю, что ли. Вот хочу как-то в эти моменты посмотреть, что там, потому что они много раз у меня это было. И вчера было перед сессией, я проводила сессию, и там, пока мы с ребенком приехали, до этого не спала, потому что был вебинар, тоже мега классный, интересный, но до 2 ночи, а потом в 7 утра просыпаться. Все прикольно, вебинар классный. И я выбрала туда, ну, это не вебинар, это курс. Я осознанно туда пошла, я понимала, что это будет вечером, и я радуюсь этому, но детский сад тоже прикольно, нужно в 7 утра, проснуться, поехать. Вот, соответственно, я практически не спала. Все классно. Вроде бы
и там прикольно, и там прикольно. Но как-то, знаешь, в конечном итоге я понимаю, что у меня нет сил, я приехала, у меня сессия, ребенок не засыпает, и у меня это все идет как будто насильно через себя. И эти моменты, они повторяются. Вот, и меня, знаешь, что больше всего смущает, что вроде бы все, что есть, оно мне нравится, но когда оно вот как-то вот это вместе, мне сложно. Вот. Э, ой, и ты прям выдыхаешь. Что изменилось сейчас, ты проговорила? Ты знаешь, я осознала, что это мне нравится. Вот, вот эти все моменты, которые есть у меня в жизни. Они что мне нравятся, нравятся. Окей, а почему сложно? На физическом уровне даже. Ну и на эмоциональном, конечно. Как будто, знаешь, я чувствую иногда себя каким-то таким паровозом, который ему очень нравится быть паровозом, но он идет на всех своих там, на максимальной мощности. Он такой большой. Вот такие вот движения постоянные. Такое ощущение. Яна, ты сейчас вот прям смеешься и так показываешь, прям энергии здесь очень много, как мне кажется. Да, он в постоянном движении, энергия есть. Вот как будто, знаешь, ну, я ее из себя прям вот выжимаю м, на этих, скоростях. Скорость, что ли, слишком, может, дело в скорости. С чем хочешь уйти с этой сессии? Ой, прям даже, знаешь, захотелось спросить, а на какой скорости хочешь уйти с этой сессии? Да, безопасной для себя вот нужно определить, вот, нужно определить безопасную скорость. Нужно определить, вот, чтобы для меня это было безопасно, чтобы не было опять каких-то, ну, как бы не было выгораний, потому что я поняла, что у меня на определенном уровне это выгорание случилось. Оно случилось, и как раз вот этот период, который мы не виделись, это все время я понимала, что вот это было выгорание, потому что тоже много коучинга, много всего, много дел, и все нравится. И потом такой, знаешь, explosion, explosion произошел. Мгм. М. И, видимо, сейчас я хочу как-то предотвратить этот explosion, чтобы его не было, потому что я до конца не могу понять, чем это может закончиться. Может, конечно, ничего не случится, да, а может и случится. Вот хотелось бы вот это все поисследовать. Безопасная скорость, как не прийти к этому выгоранию. Так интересно, знаешь, вроде занимаешься, вот меня все не покидает эта мысль. Вроде бы все так нравится, но даже когда тебе это все нравится, может произойти explosion, взрыв. Мгм. Ян, безопасная скорость, выгорание, взрыв. А, вот если подсобрать, это что? Это про что? Ну, это про отношение к жизни и про отношение к себе. Ну, это про выбор себя. Почему-то вспомнилась у меня сессия. Я же ходила на этот ченнелинг. Мне интересно был этот опыт. М. И там главная, скажем так, идея этого всего научиться выбирать себя и кайфовать, короче, радоваться жизни. Вот, да, радоваться жизни. Мне как это сказали, ну,
Я была прям, ну, скажем так, мне это очень отозвалось. Я думаю: "Ну вот, в яблочко". А что взяла ценного из этого опыта? И прям не могу не поделиться. Смотри, Мгм. и как Ага. ты начала с того, что начинает меняться пространство. Ты создаешь себе более комфортное пространство там с этим местом, с этим стулом. Вот что еще ценного оттуда берешь? Но я уже замечаю, что я по-другому начинаю относиться, ну, реагировать на какие-то ситуации, которые у меня в жизни. То есть, если я раньше там могла как-то, ну ладно, там как-то не обращать на что-то внимания и как бы, скажем так, бояться кого-то обидеть, то сейчас этого уже нет. То есть я говорю там, блин, встали в кошке там на хвост, она орет, типа, понимаешь, я тоже, типа, так, нет. Короче, это что-то, знаешь, наверное, про отстаивание своих границ, типа, и понимание их, вот. А, это все туда. Конечно, и вот эти все хорошие девочки, которые хотят быть хорошими, да, это тоже все туда. И типа вот я понимаю, что это все оно очень, а, ну, скажем так, вот знаешь, вот если оно было вот прям так все сжато, я вот так это держала, то сейчас оно вот так вот, знаешь, как будто оно может еще есть, но оно уже такое более свободное такое. Мгм. Ян, а смотри, а чуть раньше ты говорила про то, что приходится бороться с собой. У меня тогда не складывается картинка, когда сейчас говоришь о том, что говоришь нет, что вот стало проще со своими границами, и при этом говорила про борьбу с собой. Как оно устроено? Да, а тут борьба с собой за какие-то вещи, даже которые мне нравятся. Вот. Потому что большинство вещей, которые я вот сейчас, допустим, там, ну, там, не знаю, пойти на тот же вебинар, который я решила на курс, допустим, да, ну, который в 11 часов вечера, и тебе очень сложно уже после того, как я малую уложила, и ты такой лежишь там 9-10 часов, спать хочется. И вот эта борьба, чтобы до 11 часов как бы не пойти там, не вырубиться, знаешь, вот этих уже последних полчаса, и ты такой, ну, может, ну его, может написать в группу, типа, я не буду. Короче, я не приду. Вот. Но на самом-то деле, когда я пришла, все-таки усталость ушла, то есть это пространство, ты находишься в этом пространстве, и оно как-то вот так вот все окей, крутится, вертится, и оно уже все нормально. Ну, понятно, на следующий день там есть определенные последствия. А что на кону этой борьбы, Ян? За что борьба-то идет? Хороший вопрос. За что идет борьба? М, Так, сейчас мне надо подумать. Такой, знаешь, мозг прячется, такой говорит, я здесь ни при чем. Такой Мгм. спрятался, покинул нас. Мгм. Слушай, если без него, то как? Да они все попрятались, походу, там все без них, понимаешь, и Ага. такие, типа, пошли А а покурить а что же или кто перекур. остался? Так, я говорю: "Ребята, вы где?" Так, давайте отвечаем на вопросы. И все тут на перекур пошли, я осталась одна. Ладно, А как тебе, когда ты осталась одна? тихо, тишина.
У меня нет какого-то м, однозначного ответа на вопрос, за что мы боремся, за что я борюсь. Знаешь, там приходят какие-то там типа штуки. Сонечко, я трошки зайнята. Немає її тут кіць. Так, приходят такие штуки. Так, все. Всё мне приходит спиннинг с темы. Сейчас. Приходит. Да, ну все, вспомнила. Нет какого-то, знаешь, однозначного ответа, как будто, ну да, окей, в этой ситуации там я развиваю коучинг, там, в этой ситуации там, не знаю, я занимаюсь ребенком, в этой ситуации еще что-то там. М. Ну вот, знаешь, я все-таки чувствую, что там есть что-то большее в этом вопросе для меня. Я вот, когда ты его задала, я это прочувствовала, что что-то есть больше. Ну, а вот сейчас проговорить это больше я почему-то не могу. Что-то как будто нащупала, но я пока не понимаю, что я нащупала. Пока я не могу понять, однозначно ответить, для чего это все. Ну, это все типа часть моей жизни. Для чего? М, м. Что ж там такое? Знаешь, как будто вот с одной стороны сейчас понимаю, окей, это часть моей жизни, потому что вот эти все бусинки, пусть будут события, они там и составляют мою жизнь. Это часть меня, часть моей жизни. А для чего это все? Ну, для развития, моего развития. Почему я там этим занимаюсь? Могу вклиниться прям на секунду, Ян? Да, 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 да. Смотри, говоришь про части своей жизни, про то, что это все важно. А я спросила про Мгм. борьбу и про то, за что идет борьба. Вот, тогда получается, что борьба — часть жизни или неправильно тебя услышала? Нет, все правильно сейчас. Так я с собой борюсь, получается. Ну, окей, я борюсь с собой. За что? За то, чтобы что-то успеть. За то, чтобы успеть все. За что? Окей, как это все еще подсуммировать, свести? Окей, чтобы это все суметь, за что? За что? Блин, так всё. Я тут принесло. Окей. Были уже даже мысли по этому поводу, типа, может, вообще не нужно бороться, ну его нафиг, эту борьбу. Потом, а как это, если, ну его нафиг, ну, допустим, какая-то ситуация, и чё там, я не пойду? Ну, окей, там один раз не пойду, второй раз не пойду. А нафига вообще за это деньги платила тогда? Я ж понимала, на что я иду, понимала. Ну, хотелось мне очень пойти, и мне хотелось. Вот. А в других каких-то ситуациях
больше в других ситуациях борьба, усталость. Могу же ж я там туда не поехать, пойтись, там, не знаю, там, подрыхнуть, поспать. Могу. Почему я этого не делаю? Потому что я уже привыкла к этому. Вот. Меня, знаешь, как вот в этом прям так обволакивает какая-то, ну, да не обволакивает нифига, накрывает какая-то вот эта волна. Я уже привыкла, типа, ну да, пофиг, ну типа все нужно идти, нужно там туда, типа. А я сама, получается, забиваю на эти свои состояния. Вот, я же на них забиваю, потому что, да, я могу, как-то там вклиниться и там, не знаю, сделать паузу, полежать, поспать 1,5 часика, если я чувствую, что, ну, типа, устала я, да. Могу, не делаю. Почему? Потому что у меня такой паттерн поведения, типа: "Давай, иди, делай". Вот, пришли. Потому что для меня это уже норма. Типа, ну ладно, что я буду там переносить, лучше сделаю, а то сейчас эти дела будут накапливаться, и типа, а я же этого не люблю, мне же нужно все, чтобы мне там это галочки вот тут сделала, тут вот. Мгм. Ну так. Ян, вклинюсь с наблюдением. Да. Смотри, вот ты взяла долгую паузу и прям куда-то ушла глубоко-глубоко-глубоко и вернулась с исследованием. Вот что меняется сейчас на эту минуту сессии? Что, может быть, уже видишь по-другому? Что происходит? Я вот увидела вот этот свой паттерн, который, вот которому я следую, потому что, окей, да, есть какие-то моменты, которые, там, на которые ты осознанно идешь. Ну, если это 1 раз в неделю, окей, это окей, да. Ну, для меня, в принципе, это нормально. Там я хочу, там, не знаю, пойти на какой-то курс, есть только такая возможность, и я для себя, там, не знаю, осознанное решение принимаю. Это одно. Но когда это постоянно, там, каждый день в каких-то ситуациях, типа, это уже не окей. Я понимаю, что много ситуаций там можно, это как раз про скорость, вот же, ну, то есть какая скорость. А, то есть там, если она у тебя там хотя бы, там, окей, там, если я сейчас иду на 100, а если у меня там будет километров 80 там или 70, это окей. Это и есть вот эти какие-то там 30 километров, которые, ну, когда я уже, получается, это перебарщиваю, там могут быть какие-то моменты, они есть, они, ну, типа, это нормально. Но большинство моментов я могла бы, ну, не доводить к этому. А я уже просто привыкла так себя вести. Там я могла бы вчера там перенести сессию, сказать: "Слушай, я же так устала". Типа, ну да, перенесем. Можно, конечно, было перенести, можно. Но мне хотелось это сделать, поставить плюсик, и вот я иду дальше. Понимаешь, зачем я буду переносить, если теоретически там, типа, я могу физически, даже не теоретически, ну, как бы, хотя могла ли я физически ее проводить? Это уже, ну, как бы, это уже борьба с собой была. Вот, а могла что пойти нормально поспать, провести сессию там, блин, не знаю, перенести ее там на денек второй, чё бы не случилось. Ян, И а вот получается прости, перебила. да-да-да. Как Как? тебе сейчас, вот в рамках этой сессии, насколько для тебя окейная скорость сейчас? Мне хорошо. А как ты понимаешь, что тебе вот эта скорость хорошо? Ну, я не чувствую на физическом уровне каких-то сопротивлений. И на эмоциональном уровне я не чувствую там, что, не знаю, меня там что то болит, тянет, я уставшая, у меня сейчас глаза, вот, я сейчас за глаза закрою, сейчас усну. Ну, вот какие-то такие там и физика, и все. То есть я себя хорошо чувствую. Вот. Я чувствую энергию, я себя хорошо чувствую. Вот. Как ты это сделала? Как ты определила эту скорость в рамках сессии?
вот ту, на которой тебе хорошо. Расслабилась. Ты знаешь, я не думала, я просто как-то расслабилась, отпустила, и оно вот идет и идет. Я не спешу. Вот. И бороться перестала? Ну да, сейчас нет, сейчас не борюсь, сейчас И кайфую. и Вот сейчас прям хорошо. Даже когда все ушли, тоже хорошо. мгм, мгм. Про что это для тебя? Ты знаешь, я понимаю, что это все возможно, потому что я изначально, когда я шла, на сегодняшнюю сессию, думала над запросом, и я думаю: "Блин, ну а как это вообще возможно? Это же ж там мой график, это же нереально изменить". Я понимаю, что я, ничего не могу выбросить, мне же все нравится. А как тогда вообще оно все будет, ну, понимаешь, разворачиваться? Я не могла никак понять. Ну, а потом вот думаю: "Блин, ну будет как будет, получится- получится, там, ну не получится, значит что-то другое получится". А вот сейчас вот, знаешь, я прям прочувствовала то, что оно что на самом деле вот здесь уже есть, возле меня рядом. Тут на самом деле вот, все было легко и просто. Ну, относительно, конечно, легко. Это я уже это самое, да, преувеличиваю, потому что еще там, сколько там, полчаса назад я не понимала. Думала даже, может, запрос поменять. Но оказывается, все вот так. И мне нужно сделать этот выбор в этот момент, когда я себя хреново чувствую. Ну, не идти, ну, не делать чего-то. Вот нужно прислушиваться к себе, к своему физическому состоянию в первую же очередь. К физическому состоянию прислушиваться. Если я понимаю, что я на физическом уровне, ну, как бы не могу чего-то делать, то пойти элементарно просто поспать. Не знаю, на час пойти и поспать. И не идти против себя в этих ситуациях. Ну, а там, наверное, ну, это уже такие, знаешь, более глобальные ситуации, то, что я говорю, сцепив зубы. А, я думаю, что, наверное, еще какие-то помельче, но я их пока не замечаю, потому что тут же ж как бы очень глобальные ситуации. Вот. Блин, так слушай, знаешь, что вспомнила даже вчера? Э, м, Палец ударила. Прямо, знаешь, вот двери открывала и вот мизинцем вот так ехала туда. Очень неприятно. И, там кровь пошла, все. А потом, через несколько часов, я пошла к стоматологу, мне зуб делали. И вот знаешь, потом прихожу домой, и муж спрашивает, говорит: "Как у тебя там палец болит, не болит?" Говорю: "Нет, ты знаешь, у меня так зуб болит, я уже даже забыла за свой палец". Вот. Я говорю: "Чё, ну?" Я говорю: "Я даже не могу тебе сказать, потому что у меня сейчас болит зуб. Я не понимаю, болит ли мне палец или нет". Ну, это примерно вот то же самое, да, что, если что еще что-то. А что выдыхаешь, Лен? Это, знаешь, какое-то такое облегчение, типа: "Ура, не будет больше битв, М, можно идти спать". Когда ты этого хочешь, и да, и, ну, не знаю, там спать, не спать, отдохнуть или вообще что-то такое. Просто в этот паттерн такой вот максимум, нужно выжимать максимум. А я же чё, за это время там столько всего сделать могу, ну, там и туда поехать, и туда поехать, и туда поехать. Вот понимаешь? Я уже такая, как этот наркоман, вот все в конце дня еле там уже с ног валюсь, понимаешь? Но зато типа я все вот эти свои well done, короче, эти галочки поставила, вот. Но потом в каком состоянии я нахожусь от этих галочек, это уже другой вопрос. Ян, а как щас чувствуешь, вот, что с этим паттерном происходит, если с ним что-то происходит? Мгм. Ты знаешь, он
Я его заметила, но и он уже меняется. Ну, он уже поменялся, в принципе, после того, как я сказала, что я не буду больше себя насиловать и не буду вставлять спички в глаза, по крайней мере. Да, но с тех пор он начал меняться. Он как вот попустил вот это. Помнишь, я говорила, что он вот Да. так вот сжатый, Мгм. он тоже вот здесь тоже попускается. Мгм. Но это тоже все туда, понимаешь? Вот выбор себя — это же все вот туда. Я учусь этому, потому что, оказывается, это все, ну, как бы вот этот выбор себя, он состоит из многих компонентов. Там какое-то ответвление, там, допустим, где-то вот я, знаешь, туда направила свое, допустим, внимание. Вроде бы там что то уже меняется, да, попустилось, но вот здесь есть еще много этих ответвлений, которые как бы, которые для меня, видимо, были в определенное время нормальны. То есть, я же говорю, даже сейчас я думаю: что я буду об этом говорить? Ну, это же моя часть жизни, ну, чё там. Надо все выполнять, эти все обязанности. А сейчас понимаю, что, ну, блин, ну, не поеду я там за продуктами в какой-то день, ну, не умрут все там с голоду точно. То есть, ну, как бы, понимаешь, лучше поехать, там чувствую себя плохо, ну, не поеду, поеду в другой раз. И вот на самом деле много таких моментов, когда нужно выбирать себя, прислушиваться к себе, а не такое, типа: "Да ладно, поеду, а там по дороге все пройдет". Там, короче. Мгм. Вот, прям хорошо стало. И могу подсветить еще один момент, Давай. а то я его прям держу уже, долго. Смотри, вот когда, несколько минут назад ты ушла в эту тишину и прям, ушла глубоко в себя, и кто-то зашел в комнату, и ты Мгм. отвлеклась на секунду, и потом также спокойно ну, как мне показалось, могу, конечно, ошибаться, ты вернулась в это состояние и продолжила как бы в нем находиться. Вот Да. как как ты это сделала? Ты знаешь, я перестала думать о том, что если вот кто-то что то ну, я перестала придавать этому большое значение. Вот концентрация не пошла на объект, который зашел. То есть туда не пошла энергия. Типа: "О боже, чё вы зашли ко мне? Я тут такой занятой. Выйди быстро, потому что вот я тебя сейчас" Ну, короче, этого всего не было. Это было просто, ну, как бы так. Мгм, Вот. И энергия осталась здесь, туда она не пошла. мгм, Там чисто физическая, вот. Я перестала об этом беспокоиться. Как раньше. Да, ну вот и вот что-то сейчас такое, знаешь, идет какой-то поток. Ну, раньше, возможно, да, я бы могла бы разозлиться: "Как это вы тут меня? Я ж тут занятой такой человек, что то вы тут меня беспокоите". А щас нет. Ну, концентрация, вот на то, на чем ты концентрируешься. У меня вот энергия как была там, она и там осталась. Туда она не пошла. Об этом. мгм. Короче, мне нужно концентрироваться на себе. Мне понравилась эта идея. Ян, а что, вот если ты из этого состояния, из концентрации на себе, начинаешь жить за рамками сессии, что тогда происходит со скоростью? Что тогда происходит с выгоранием? Что тогда происходит вот с большим количеством дел? Вот что тогда меняется?
тогда я управляю этой скоростью. Вот как будто сейчас, знаешь, я ей не управляю, как будто сейчас стоит, а, там, вот так, и все. И вот и стоит, и никуда оно там ни вправо, ни влево не двигается. И я постоянно стараюсь, вот держать это вот так, щас тут батарея, так, ты меня видишь, ага. А, на одном месте, то есть оно неподвижно. И я как будто постоянно пытаюсь, вот, мне очень много сил туда идет, чтобы оно было неподвижным и постоянно поддерживать одну и ту же скорость. Но когда я разрешу себе, сейчас уже разрешила, да, я уже разрешила, ам, разную скорость, это окей. Там иногда остановиться, там, не знаю, на заправке, попить кофе. Это окей, потому что я же хочу кайфовать от этого пути, а не просто там жать. Иногда, да, окей, выжму там в пол газ и 100. Окей, прикольно, классно, не нравится, ну 100. Потом иногда хочется 50-60 поехать, попить кофе за рулем, допустим. Я люблю пить кофе за рулем. Вот. Это об этом. То есть это про эту гибкость, когда там не одна какая-то у тебя определенная скорость, когда ты управляешь этой скоростью, там в зависимости от ситуации, потому что они разные бывают ситуации. Вот, ты уже подстраиваешь. Вот. То есть я подстраиваю эту скорость под себя, а не сама подстраиваюсь под нее. Вот. Мгм. Я почему-то решила, что мне нужно под нее подстраиваться. Если я ее могу под себя подстраивать, и все. Вот оно. А в чём основной смысл, когда ты начинаешь подстраивать вот скорость под себя? Ну, то, что я ее контролирую. И уже нет, знаешь, какой-то вот этой точки. Все, если этого не сделаю, все, нам все катастрофа, и, короче, это будет апокалипсис в мире. Нифига не будет. То есть, ну, как бы, вот это, знаешь, как будто вот опять вот это, знаешь, движение ко мне приходит. Вот как будто расслабляю это все и вот сама начинаю быть свободной и дышать свободно. Потому что к этому вот. М, такой зажим. Так, что ты меня спросила? Спросила, в чём смысл, когда ты Слушай, опять пропал. А только что звук пропал в конце. В чем смысл, контролируешь когда ты скорость? вот Ты знаешь, и контролируешь у меня тоже скорость? частично, когда ты отвечала, раз звук оставался, изображение притормаживало, то есть вот прямо какая-то, не знаю, то ли тишина, то ли расслабление, вот что-то врывается в пространство. Ну да, я думаю, что это тишина и это расслабление. Вот это про это, да. Но там и осознанность появляется, вот. Хотя да, то есть там прикол в том, вот, но это же есть вот это выгорание, понимаешь? Потому что когда ты даже за рулем и ты, едешь быстро, то есть тебе нужна максимальная концентрация. Но ты так не можешь долго проехать. То есть, окей, ты там проедешь 60, 100, 200 километров, ну, как бы потом там, не знаю, на 300 километрах ты просто выйдешь из машины и где-то там упадешь на какой-то этот самый диванчик или на заправке. Вот, там уже потом нужны будут эти спички. Нафига себя до этого доводить, если там можно и так ехать, и где-то переночевать или там, как говорится, кофеек попить. Конечно, можно где-то там обогнать, где-то покайфовать от этой скорости. Это все есть. Вот. Поэтому если вот там не будет выгорания этого, то есть не доводить себя до этого выгорания и понимать, что с тобой происходит. Ну и опять же таки, да, избавиться от этого паттерна. Избавиться от этого паттерна и развивать вот эту идею, выбирать себя. Вот в этом смысл. А как можешь от него избавиться? Потому что чуть раньше ты сказала, что он пока просто ослабил хваточку. Мгм. Слушай, ну мне сейчас нужно какое-то время, чтобы увидеть, как оно будет развиваться.
То есть мне сейчас нужны определенные ситуации, да, в которых я так поступаю, или триггерные ситуации, посмотреть, э, как вот после вот этого моего осознания, как я буду на них реагировать. Вот. И уже после этого, когда я, буду держать сейчас фокус на своих реакциях, я смогу понять, вот, что с ним случилось: или он попустился, или он все таки ушел. Что сейчас оно так, знаешь, типа непонятно. Вроде-то как бы сейчас осознаю это все, как оно работает, этот механизм вижу, но как оно там на самом деле, мне нужно это прожить. Мгм. А от чего зависит, как ты будешь выбирать свои реакции? От чего зависит, как я буду выбирать свои реакции? Я буду, опираться на свое, в первую очередь, это физическое состояние, на физику. Вот. То есть физическое состояние. То есть если мне там тело будет говорить там: "Не хочу, не могу, не буду", то я буду его слушать. Если оно не хочет, значит, оно не хочет. Ну и то же самое с психологическими, вот этими своими реакциями. Тоже, если вот говорить моё подсознание: "Мы не хотим". Вот, и всё-таки надо перенести там, не знаю, что-то сделать, как-то это, послушаться, вот. Надо послушаться, прислушаться. Я бы даже сказала, не так послушаться, а прислушаться к этому внутреннему какому-то вот этому голосу, который говорит: "Хочу, не хочу, буду, не буду". Вот, в состоянии мы сейчас, не в состоянии мы сейчас, вот туда. Как по ощущениям, можем ли двигаться к завершению или что-то важно еще проговорить? Нет, ты знаешь, вот прям все проговорили. Для меня это было прям вот таким вот колоссальным инсайтищем, я бы даже так сказала. Очень прикольно. Я как-то, так, слушай, погрузилась глубоко, и когда эта пауза была, и увидела эти все, конструкции свои, механизмы, их, допустим, неважно. Очень интересно, потому что я реально, я когда шла, я думала: "Ну, типа, нафига мне это говорить?" Думаю, точно ничего не изменится. Представляешь, а тут изменилось. Вот. Поэтому вот сейчас этот фокус, вот хочу попробовать, ну как, не попробовать, а буду пробовать, буду тренировать его вот в Мгм. повседневной своей рутине, смотреть, как оно дальше будет развиваться. Вот сейчас с этим буду, сейчас с этим ухожу. И мне кажется, Ян, что прям вот это то, что ты сделала в рамках сессии. Когда действительно ты зашла с одним состоянием, ты сказала, что очень быстрая скорость, что прям путь к выгоранию, огромное количество дел, как выбирать, что вот внутренняя борьба постоянная. И потом как раз ты ушла в эту тишину, ты поменяла состояние, ты сместила фокус внимания на саму себя, притом оставив коммуникацию с внешним миром, когда кто-то, вошел в комнату, но тебя это не выбило, и ты осталась в этом состоянии. Ты выбрала остаться в этом состоянии, и ты выбрала продолжить эту же комфортную для себя скорость. То есть вот прям огонь история в одной И да, сессии. и ты знаешь, и вот я вот что еще такое заметила, как-то вот когда ты мне задавала вопрос, когда мы куда-то двигались, вот как-то они настолько сегодня, ну, они всегда точно попадают, но вот прям сегодня они как-то настолько точечно попадали, вот вроде бы вот эта скорость, вот с которой, то есть, мы вот как, знаешь, не было такого, типа, что все, вот мы бежим, бежим туда, вот сейчас будем решать, а вот как-то вот мы вот здесь были, вот и там были, где нужно. Это очень интересно. Вот я как-то это прям вот прочувствовала какой-то момент в сессии, что мы вот стояли в той точке, то есть мы двигались, но мы, вот не было вот этого темпа, по сути, от которого я сейчас и ухожу. Вот, это тоже я заметила, это было очень прикольно. Мы не бежали за этим результатом, а мы вот сейчас исследовали вот то, что происходит. И это очень мне, помогло продвинуться. Вот, спасибо большое, Аня, это было круто. Прям вообще. Тебе огромное спасибо, Ян. И классной тебе недели, и всего прям самого доброго на самой комфортной и самой бережной для тебя скорости.
Спасибо, взаимно. Хорошего До дня. встречи. Пока-пока. Пока-пока. Да.